Приветствую, говорит Макс Вольф. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auch der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Wärme. Aus den Tiefen des Volkes stieg sie empor und zu den Tiefen des Volkes muss sie immer wieder herniedersteigen, um dort ihre Wurzeln zu suchen und ihre Kraft zu finden. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Йозеф Геббельс, очевидно, был не понаслышке знаком с выражением «удары судьбы». С раннего детства его жизнь была отмечена тяжелым недугом, который он, благодаря своей воле, превозмогал каждый день. И действительно, даже подумать о том, что человек с изъяном, как у Геббельса, не просто войдет в состав ведущих бойцов НСДАП, но буквально станет у партийного руля в столице Райха, а затем и во главе одного из важнейших министерств страны, в его юные годы не приходилось. Однако он смог, вопреки всем «но». Казалось, против него было все. Пока он поступал в университет, Адольф Гитлер, Герман Геринг и Рудольф Гесс сражались на полях Фландрии. Но вот он, в отличие от ветеранов Великой войны, увешанных орденами, способный похвастаться лишь альтернативной гражданской службой, стоит среди них как равный. После того, как он произнес речь на выпускном перед учениками своей гимназии, ее директор сказал ему: «Довольно неплохо, молодой человек, но впредь забудьте о том, чтобы выступать перед публикой, вам это не дано». И вновь, вот он, произносит речи перед многотысячными толпами, приводя их в экстаз не хуже самого фюрера. Его, еще никому неизвестного, отправляют в Берлин, эту столицу греха, развратный Вавилон и самый красный город Европы. Но вот он, приводит партию, не имевшую в своем составе и 1% от населения многомиллионного города, к триумфу. Его берлинская борьба отнюдь не была легкой. Смелость, или если угодно бравада, не раз едва не приводили его к гибели. К примеру, в одно из воскресений сентября 1929 года вместе с 2000 демонстрантов из СССР он отправился в рабочий район Нойкёльн. Он был готов к кровопролитию, но пролитая кровь едва не оказалась его собственной. На улице Винер он поравнялся с демонстрантами. Стоя в своем Мерседесе, он принял парад, а затем велел своему шоферу Тонаку ехать дальше. Однако один плотно сбитый коммунист узнал Геббельса и закричал толпе: «Вон Геббельс, убийца рабочих, порвем его!» Прямо перед моими глазами, описывает сцену Геббельс, замелькали дубинки, ножи и кастеты. Один из коммунистов набросился на меня. Прогремел выстрел. Из машины раздались ответные выстрелы, но пистолет Геббельса был заряжен холостыми. Его шофер снова был ранен. Я наскоро перевязываю Тонака. Он жмет на газ. Пытаясь не потерять сознание, смертельно бледный, навалившись на руль, он петляет между дорожных указателей и бордюров. Нам вслед летит груда камней и раздаются новые выстрелы. Тонаку удалось добраться до полицейского участка, но полиция арестовала их самих за применение огнестрельного оружия. Противостояние Геббельса с полицией – это вообще отдельная тема. Доктор был абсолютным рекордсменом по вызовам в суд. Количество дел о государственной измене намного превышало даже количество подобных судебных дел над Гитлером, на секундочку, главой партии, которую все столь рьяно пытались запретить. Не всегда помогал и ИДЛ. Так, однажды, вопреки его депутатскому статусу о неприкосновенности, полиция задержала его и доставила в тюрьму. На следующий день Ангриф вышел с заголовком: «В случаях Бармата, Шклярика и Кутискера» – это были имена знаменитых мошенников-евреев – власти не отважились на подобные меры. Правда, они не были избранными депутатами от 60 тысяч немцев, а всего лишь расхитителями в особо крупных размерах. Постоянные обыски и задержания стали обычным делом. Если это не помогало, демократическое правительство шло и на более радикальные шаги.
Так, прибыв на массовое собрание в Кёнигсберге, Геббельс обнаружил, что ему препятствуют даже пройти в зал, где уже собралось на встречу с ним 12 тысяч слушателей. Однако выступление состоялось, и тысячи восторженных жителей Восточной Пруссии затем проводили его и князя Августа Вильгельма Гогенцоллерна до железнодорожной станции и на плечах внесли доктора прямо на платформу. Стоило ему расположиться на скамейке, как 30 сотрудников полиции с дубинками наперевес ворвались в вагон и жестоко избили обоих. Этот случай наделал шума в зарубежной прессе, ведь пострадал сын бывшего кайзера Германской империи. Так или иначе, на протяжении всей своей жизни Геббельс был бит, как фигурально, так и буквально. Однако к грядущему удару судьбы он не был готов. Эта история повлияет не только на его личную судьбу, утрату влияния, положения и, что самое главное, доверие Гитлера на многие годы, но и на судьбу Райха, а следовательно и всей Европы. Это была его большая любовь. На 7-м году брака Геббельсов произошел описанный в мельчайших подробностях в литературе о Геббельсе скандал с Бааровой, который не только затормозил карьеру министра пропаганды, но и поставил под угрозу тесные человеческие отношения между Гитлером, Магдой и Йозефом Геббельсом. Долгое время омрачал их, но в конце концов все же не смог разрушить. Личность Лиды Бааровой окажет на него самое глубокое воздействие. Вместе они испытают огромное счастье, но их любовный роман, платонический по большей части, едва не подтолкнет его к разводу с женой, добровольному изгнанию и самоубийству. Что касается Лиды, она великодушно отстранится от участия в грязной кампании травли, которая развернется после его смерти. Мириады безвестных актрис станут утверждать, без малейшей опоры на факты, что он будто бы насильно вынуждал их к сожительству. У него тогда просто не хватило бы времени на работу, указывает на это Лида. Будет уместным рассмотреть взгляды на развод и измену, которые сложились у него к этому времени. Геббельс считал, что у большинства из членов НС-верхушки жены слишком глупые и толстые, чтобы им надолго удалось удержать подле себя своих супругов. Ему не чужд нравственный ригоризм католического вероучения. Когда его младшая сестра, которой нет еще и 30, начала встречаться с 45-летним разведенным кинорежиссером Максом Кимихом, он просит полицейских агентов проверить его окружение. «Все в порядке, теперь Мария может спокойно влюбляться», записывает он, выслушав их ответ. Он обсуждает с Гитлером целесообразность введения новых законов относительно брака. Он предлагает ввести годичный мораторий после подачи заявления на развод. Ввиду такой отсрочки удастся сохранить немалое число шатающихся брачных союзов. Когда министр внутренних дел Вильгельм Фрик с образцово-магометанской свирепостью предлагает ввести за супружескую измену 10-летний тюремный срок, Геббельс пренебрежительно замечает: «Придадим закону обратную силу и начнем с самого Фрика». Несомненно, у Геббельса была активная половая жизнь. Хайбер называет его, возможно, не напрасно, эротоманом. Также Майснер подтверждает это. Он умел блестяще рассказывать, у него был возбуждающий глубокий голос, и он с неизменной уверенностью каждый раз делал именно тот комплимент, который от него больше всего хотели услышать. Естественно, он причисляет часть успехов, которые Геббельс имел у женщин, его могуществу. Но он с полным основанием замечает, что также Геринг, Гесс и Гиммлер обладали властью, но отнюдь не обладали сравнимой привлекательностью для женщин, и делает вывод: это не могла быть одна только власть, которая побуждала так много женщин лететь к нему, как ночные мотыльки на свет. Их было много. Только его государственный секретарь Ханке составил список из 36 дам, которые готовы были даже перед судом поклясться, что они состояли в интимных отношениях с министром. То, что Ханке этот список передал жене Геббельса, является особой, совсем не радостной историей, но мы еще поговорим о ней подробнее.
Брак с таким мужчиной, естественно, был наполнен взрывчаткой, и если этот брак вопреки всему все же не распался, или же, когда казалось, что время разрыва пришло, снова склеивался Гитлером, так что через год родился ребенок примирения, то это показывает, что за этим жизненным союзом стояло нечто большее, чем секс, также что-то большее, чем любовь, которую оба, несомненно, чувствовали друг к другу, а именно связь для содействия идеальной цели, которую оба супруга видели в Гитлере и его деле. Поэтому только он мог быть тем, кто в 1938 году, когда этот брак, кажется, уже ничего больше не могло спасти, все же смог снова заставить их быть вместе. Мужчина, который мастерски справлялся с самыми рискованными фокусами пропаганды, был необходим для Гитлера, прежде всего сейчас, когда во время семейного кризиса Геббельсов первые препятствия начали мешать триумфальному шествию Гитлера, и война, которую Геббельс средствами его пропаганды отчаянно пытался предотвратить, становилась все более неизбежной. Это похоже на трагическую иронию истории, что поводом для кризиса между Магдой и Йозефом Геббельсами, который хоть и не смог разрушить этот брак, но все же на долгие годы уменьшил влияние Геббельса на Гитлера, была удивительно красивая, юная актриса Лида Баарова, родом из страны, ставшей камнем преткновения во внешней политике Гитлера. В широких кругах исследователей считается, что с оккупацией Чехии 15 марта 1939 года он совершил свою решающую политическую ошибку, которая окончательно разрушила доверие к нему со стороны международной общественности и позволила противникам политики умиротворения в Лондоне и Вашингтоне требовать неуступчивой позиции по отношению к правительству Райха. Лидушка, как нежно называл ее Геббельс, была не только совершенно аполитичной, но и в своем отношении к нему абсолютно бескорыстной. Она уже добилась своего первого большого успеха в Германии, без какого-либо содействия министра. Киностудия Уфа уже в 1932 году заключила с ней контракт, и она из Чехии, где она играла в Пражском национальном театре, переехала в Берлин. Звезда актрисы взошла, без того, чтобы Геббельсу пришлось ходатайствовать за нее. В то время она была, вероятно, единственной, которая ничего не хотела от него. Она хотела его самого. И так как он видел, как эта юная девушка любит его, он влюбился в нее целиком и полностью. Совершенно правильно, что Магда и Йозеф вступили в свой брак не с чистого листа, ведь Магда уже пережила рухнувший брак, а у Йозефа в прошлом была формальная помолвка с Эльзой Янке. Так что не было так уж непонятно, что они оба сочетались браком с оговоренным условием. Геббельс не мог и не хотел обещать Магде абсолютную супружескую верность. Он знал, что он не смог бы выполнить такое обещание. Это было бы нечестно с его стороны. Он говорил это ей открыто. Она должна быть королевой его жизни, матерью его детей, добрым гением семьи, подругой в борьбе и еще многим другим. Но он не мог бы обещать ей верность, и она приняла это. Когда Магда после примерно 2 лет брака застала своего мужа за первой любовной интрижкой, она упрекнула его и удивилась, когда он напомнил ей о заключенном при помолвке пакте. К тому времени она в этом браке уже родила первого ребенка и была уже беременна вторым. За своего 6-го ребенка, дочь Хедду, которая родилась незадолго до кризиса с Бааровой, она вскоре после этого была награждена ко Дню матери материнским крестом. На борту итальянского линкора «Граф Кавур» Гитлер вручил Геббельсу только что поступившую депешу. В 2 часа дня 5 мая Магда произвела на свет еще одну дочку. «Поскольку сегодня у нас в Италии национальный военно-морской праздник», – посоветовал Муссолини, – «стоило бы наречь ее Мариной». В ответ Геббельс только ухмыльнулся. Сперва он решит назвать новорожденную девочку Хертой, но затем все же остановится на имени Хедда. Эльза Янке полностью исчезла из его жизни, но это был его тип. Темноволосая, ласковая и беззаветно преданная, которую он 10 годами позже снова встретил в Лиде Бааровой. Он пригласил ее, как знаменитую партнершу Густава Фрёлиха, вместе с другими видными кинозвездами на имперский съезд партии в 1936 году в Нюрнберге. Там Геббельс почувствовал в себе достаточно бодрости, чтобы на одном приеме с концертом пригласить свою необычайно привлекательную чешку в свою ложу. На концерте, среди прочего, исполняли также очень популярный тогда шлягер с рефреном «Я влюблен, я так влюблен». Когда он зазвучал, Геббельс едва заметно наклонился к своей прекрасной соседке и прошептал ей на ухо «Я тоже». Она выслушала это отнюдь не неохотно,
но не восприняла это как что-то большее, нежели начало ни к чему не обязывающего флирта. На следующий же день они снова встретились по другому светскому поводу. Геббельс использовал и этот случай, чтобы с целью профессиональной беседы попросить ее зайти в соседнее помещение. Она удивилась, что он нашел для этого время, так как уже очень скоро ему предстояло делать большой доклад на имперском съезде партии. Но, господин имперский министр, ведь уже через 20 минут вы должны идти на подиум, чтобы обратиться к миру. Геббельс махнул рукой. Это был его проверенный трюк, который у каждой дамы, за которой он ухаживал, создавал впечатление, будто бы для него на целом свете нет ничего важнее, чем она. И такой трюк сработал также с Лидой. Когда она боязливым взглядом на наручные часы за 7, а потом еще раз за 3 минуты до начала его речи напоминала ему о том, что ему пора идти, он обнял и целовал ее настолько бурно, что последние минуты перед его выходом на трибуну она должна была потратить на то, чтобы в некоторой степени очистить своим носовым платком его замазанное губной помадой лицо. С этого мгновения Йозеф и Лида стали парой. Они встречались в ее маленькой квартире или в одном из его любовных гнездышек. Он виделся со своей звездой ежедневно. Неважно, насколько он был занят, он всегда умудрялся выкроить немного времени и спешил заехать к ней хотя бы на несколько минут. Он приказывал водителю останавливаться за 1-2 квартала от ее дома, а потом поворачивал за угол и поднимался к ней. Иногда он не мог уйти из министерства. Тогда она ехала на Вильгельмштрассе и прохаживалась по площади, на которую выходили окна его кабинета. Стоя у окна, он видел ее и был счастлив. А иногда ему приходилось работать ночью, над важной статьей или речью для выступления. Тогда он звонил ей и просил оставаться у телефона. Сам он при этом откладывал трубку, а она сидела у себя, прижимала трубку к уху и слушала его дыхание и скрип пера. По крайней мере, он чувствовал, что она есть, что она где-то далеко, но в то же время рядом. Он говорил, что это придавало ему сил. Как бы они ни старались сохранить тайну, но их связь просочилась наружу. Все Министерство пропаганды только о ней и говорило. Фридша высказался так: он все поставил на карту. Вся индустрия кино также смаковала новость. Продюсеры и режиссеры соперничали друг с другом, чтобы пригласить ее на роль, без всяких на то усилий со стороны Геббельса. Им подвернулся случай снискать его благорасположение, и они без зазрения совести пытались извлечь из него выгоду для себя. Они пытались использовать Лиду в своих корыстных целях. Не проходило недели без того, чтобы тот или иной киномагнат не уговаривал ее представить министру какой-нибудь проект. Она сама за свою услугу не получала ничего, но она была доброй по натуре. Геббельс был счастлив, но Баарова, видимо, желала большего. Она говорила знакомым, что ждала, когда он разведется, чтобы, соответственно, выйти за него замуж. Ее желание было лишено всякой корысти. Ей не нужен был муж-министр. Ей нужен был он, мужчина, которого она отказывалась делить с другой женщиной. Если бы в ее поведении была хотя бы капля расчетливости, крайне недоверчивый Геббельс, вероятно, тут же учуял бы это. Но она вела себя так по-детски наивно, что он в душе признал ее желание справедливым и решил поговорить с Магдой. Весь Берлин знал об их романе, одна Магда, казалось, оставалась в неведении. Актриса по-прежнему иногда навещала ее, ведь они были соседями, хотя теперь намного реже. Как-то раз Магда заметила у нее на пальце красивое кольцо и спросила, кто его подарил. Лида вынуждена была ответить: Мужчина, которого я люблю. А теперь Геббельс стоял перед женой и пытался с ней объясниться. Он говорил, что их брак распадается, что он полюбил другую и просит Магду предоставить ему свободу. На просьбу о разводе она не ответила ни да, ни нет. Переломная встреча Бааровой с Магдой, как ее пересказывает Френкель, состоялась следующим образом. Согласно его рассказу, фрау Геббельс однажды пригласила любовницу своего мужа на чай, одну, без Фрёлиха, который раньше вместе с нею часто бывал гостем в соседнем доме. Баарова была, и она это знала, не права по отношению к сопернице, но она любила Геббельса, и он любил ее. Это она знала. Почти в обморочном состоянии она появилась у Магды. Та приняла Лиду с переливающей за край сердечностью. Никаких обвинений, никаких жалоб, никакой строгости или даже резких слов. Она знала об очаровании своего мужа, сказала Магда, и у нее даже было понимание того, что также Лида поддалась ему. У нее и у самой была такая же судьба. Мы должны быть как сестры друг другу. Она предложила ей перейти на «ты», что испуганная Лида посчитала невозможным принять.
В конце концов, Магда была не только на дюжину лет старше ее, но и наряду с Эмми Геринг из-за ее особых отношений с фюрером являлась чем-то вроде первой дамы великогерманской державы. Лида осталась при почтительном обращении на «вы», но Магда эту примерно двухчасовую беседу закончила в слезах такими словами: «Сохраняй с ним твою дружбу, так как ты нужна ему, но никогда, Лида, пожалуйста, не мешай отношениям с нашими детьми». Это было благоразумной и умной договоренностью, но из этого, конечно же, ничего не получилось. Личная жизнь Геббельса балансирует на краю пропасти. Гитлер же не в курсе гуляющих слухов и настоятельно приглашает чету Геббельсов приехать 8 июля в Мюнхен на открытие Künstlerhaus, дома актера. Блестящее торжество, куда в качестве гостей собраны 500 высоких персон при всех регалиях и в смокингах. Здесь теперь появилась еще одна личность. Тогда как раз поднявшийся на должность исполняющего обязанности государственного секретаря в Министерстве пропаганды оберфюрер СС Карл Ханке. Сын селезского машиниста локомотива, он благодаря усердию и упорству получил аттестат зрелости и сдал экзамен на учителя профессиональной школы. Большой, сильный, с живыми глазами и темными волосами, он излучал спокойную уверенность в себе и кипучую энергию. Он был типичным представителем образующегося в партийных кадрах подрастающего поколения руководителей. Магда проводила время с государственным секретарем ее мужа, насколько это было возможно. Они много раз отправлялись вместе гулять. Их видели в Доме деятелей искусства, в театрах, кабаре и на ипподромах столицы. Ханке был большим любителем лошадей и даже смог подвигнуть совершенно неспортивную Магду брать уроки верховой езды. Они считались, как утверждает Майснер, прочной влюбленной парой, но тут же он сам признает, что доказательств этого нет. Напротив, доктор Науман, когда Генрих Френкель спросил его об отношениях его предшественника с госпожой Геббельс, объяснил, что одна только мысль, что Магда могла заинтересоваться им в эротическом смысле, является прямо-таки абсурдной. Ему следует поверить. Ухаживания Ханке действительно не могли бы быть для Магды, пожалуй, чем-то большим, чем просто шахматным ходом ее рискованной игры, чтобы бить чешскую королеву, но при этом не поставить мат ее по-прежнему любимому королю. В обществе Ханке Магда просто расцветает. Ханке отнюдь не проявляет при этом слепой преданности к своему министру. Для него вся эта история словно оживший роман о Тристане и Изольде. В его глазах Магда предстает чудовищно оскорбленной женщиной, которой пренебрегает ее собственный муж. И Ханке, человек незаурядной смелости, становится ее рыцарем в сияющих доспехах. Однако до банальной измены дело не доходит. Когда Магда услышала от Йозефа и Лиды очень прямой ответ «Мы любим друг друга», она выплакалась у подруги. Прочная связь с Бааровой, которую он, очевидно, действительно любит, как он это называет. Вторая женщина удержит его, вероятно, от бесчисленных других любовных похождений, от похождений, которые разрушают его репутацию и его положение. Я буду пытаться выдержать, буду пытаться понять его. Вероятно, я смогу великодушием удержать Йозефа у меня. Когда-то это закончится и с Бааровой. Если я теперь уйду от него, я потеряю своего мужа навсегда. Но так, однако, я сохраню себе Йозефа на потом. На старости лет он тогда полностью будет принадлежать мне. Так и дошло до такого поразительного для Лиды сестринского предложения перейти на «ты», которое было неприемлемо для нее, как и почти решенный для Магды план раздела. Она, в отличие от более зрелой Магды, не думала о более позднем времени, или тем более о старости. Она испытала 2 невероятно счастливых года рядом со своим любимым. Она хотела его сейчас и полностью. Также для нее речь не шла о министре, о блеске и влиянии, и уж вовсе не о политике. Почему они не могли бы быть счастливы где-нибудь в богемском лесу, в прекрасном доме, как муж и жена? Она как актриса, он как писатель. Можно ли было устроить такое бегство от судьбы? Удастся ли ей убедить его в этом? Ключевой фигурой здесь являлся упомянутый выше Карл Ханке. Геббельс даровал этому человеку свое неограниченное доверие. Уже как личному референту и начальнику департамента министерства он передал ему ключи к своему секретному сейфу и контроль над всей его входящей и исходящей почтой, также личной. Ханке делал для себя копии документов, представлявшихся ему важными. Сначала он определенно делал это не в собственных интересах. Он ведь принадлежал к Черной гвардии, которую Гиммлер пытался внедрить в весь государственный аппарат.
После аферы Бломберга и Фрича в феврале 1938 года все знали о значении секретных документов. По этому поводу фон Оффен заявляет: «Я абсолютно убежден в том, что Ханке, будучи тогда самым близким доверенным лицом Геббельса, занимался своей шпионской деятельностью сначала по поручению его начальников из СС и начал использовать ее лично для себя только тогда, когда до смерти влюбился в Магду, и как честный и порядочный рыцарь, каким она считала его, надеялся оказать ей любезность, предоставляя документы, которые он добыл сначала для совсем других целей и для других заказчиков». Перед началом грандиозного музыкального фестиваля, посвященного творчеству Вагнера, Гитлер снова призывает чету Геббельсов явиться в Байройт. 24 июля доктор Геббельс прилетает отдельно от супруги. И как нарочно, в опере вечером дают Тристана и Изольду. Романтическая музыка Вагнера повествует о торжестве любви, которая превозмогает смерть. Сколь бы драматичным ни было либретто самой оперы, ни Гитлер, ни сам Геббельс уже никогда не смогут забыть той ужасной сцены, которая произошла во время представления среди публики. Фюрер и его спутница, представительная и почтенная Винфред Вагнер, занимают большую центральную ложу. Рядом с ними располагаются места Йозефа и оглушительно рыдающие Магды. Слева от Магды находится Альберт Шпеер, вызванный в Байройт своим обезумевшим от страсти приятелем Ханке. В антракте, опустив голову и громко всхлипывая, Магда устремляется в фойе. Ханке пребывает вне себя. По свидетельству Шпеера, следующим утром он уведомил Гитлера о том, что происходит у того на глазах. Гитлер вызывает к себе Геббельса и решительно требует, чтобы тот немедленно убирался из Байройта. Это прискорбный поворотный момент во взаимоотношениях двух соратников. 21-го в полдень Геббельс приезжает в Каренхале и повергает свое дело к стопам Геринга. Он объясняет, что Магда больше не любит его, и ему поневоле приходится отыскивать другие варианты. Геринг добродушно, даже благосклонно его выслушивает, предлагает радикальные меры и вызывается изложить дело фюреру. Тайком он потешается над затруднениями Геббельса, однако призывает Эми согласиться, что у Геббельса имеются свои резоны. «Славный старина Геринг», — надиктовывает Геббельс, — «как же он мне понравился. Мы расстались с ним совершенно по-приятельски». Когда Магда держала в руках неоспоримое доказательство супружеской неверности ее мужа, список из 36 готовых свидетельствовать под присягой любовниц и копии переписки ее супруга с Лидой, представленные ей Ханке, она приняла решение развестись. Ее предложение чего-то вроде брака втроем было вежливо и корректно отвергнуто Лидой Бааровой. Разрешение на развод, естественно, нужно было получать от Гитлера. Тем более, что он при заключении этого брака, и не только как свидетель акта бракосочетания, сыграл весьма значительную роль. По возвращении Гитлера в Берлин Ханке немедленно устраивает Магде аудиенцию. Она жалуется фюреру, что какая-то юная чешка собирается разрушить их брак. Ссылаясь на работников киностудии, она рассказывает фюреру, что они слышали, как Лида хвасталась, будто бы от нее одной теперь зависит, когда Геббельсы разведутся. Гитлер помнит, кто такая Баарова. Совсем недавно он смотрел фильмы с ее участием. Но он не позволит никаких разводов в самой счастливой семье Райха. На следующий день у него была еще более длительная беседа с другой частью этой драмы. Он вызывает Геббельса к себе. Расклад для Геббельса знаменует начало падения, из которого он сумеет выйти только 6 лет спустя. Также и Геббельс объяснил ему, что он хочет развестись. Теперь начал действовать Гитлер. Между ними произошел весьма оживленный разговор, который длился более 2 часов. Гитлер вел себя так, словно отказывался верить, что дело зашло слишком далеко. Разве фюрер не выучил Геббельса как самого себя? Разве он не провел в его доме столько счастливых часов? Гитлеру всегда казалось, что брак Геббельса особенно удачен. Естественно, и нынешняя размолвка должна разрешиться ко всеобщему удовлетворению. Гитлер не на шутку встревожился. Он спросил, как же Геббельс предполагает это устроить? Нет, министру пропаганды Германии не к лицу разводиться. Какой пример он подаст немцам? И Гитлер подводит черту. Не годится даже разговаривать о разводе. Геббельс ответил: «Я все продумал, мой фюрер. Я полностью осознаю, что при сложившихся обстоятельствах не могу дальше оставаться на посту министра пропаганды. Поэтому я прошу освободить меня от моих обязанностей. Пожалуйста, позвольте мне получить развод и жениться на Бааровой. Я с радостью уеду с ней. Вы как-то говорили, что вам нужен надежный человек в Токио? Так нельзя ли назначить меня послом в Японии? Не больше и не меньше».
Геббельс был готов бросить все ради любимой женщины. Он уже был готов повторить все, что не так давно сделал король Англии. Как часто он насмехался над политиками, загубившими свое настоящее и будущее ради личной жизни. А теперь он сам собирался поставить крест на своей карьере. Но убедить или растрогать Гитлера было не так просто. Фюрер метал громы и молнии. Он кричал, что Геббельс просит невозможного. «Тому, кто вершит историю, не дозволена личная жизнь». Гитлер бушевал и объявил следующее решение. Развод супружеской пары Геббельс возможен только тогда, если они оба после соглашения о моратории сроком на 1 год, и в этот год Геббельс не может разговаривать с Бааровой, все еще будут думать так же, как сегодня. О настоящем договоре речь не идет. Фюрер принял решение. Стороны выполняют его. «У нас с ним состоялся долгий и мучительный разговор», сообщает Геббельс, не вдаваясь в детали. «Он потряс меня до глубины души. Я был очень тронут. Фюрер для меня как отец. Я так ему признателен. Я решился на суровые меры. Они будут окончательными». Геббельс подорвался на собственной мине. Его подвел тот образ прекрасного семьянина, который был создан его же стараниями. Гитлер неодобрительно высказывается о поведении Геббельса, но не может без него обойтись, по крайней мере пока. «Фюрер удерживает меня на несколько часов», – записывает вечером Геббельс. «Он раскрывает передо мной самые глубокие и сокровенные тайны. Он предвидит в не столь отдаленном будущем по-настоящему серьезный конфликт, который вызревает уже сейчас. По-видимому, с Великобританией, которая неуклонно готовится к нему. Нам придется защищаться, и в результате придет к решению вопрос о преобладании в Европе. К тому моменту все должно быть подчинено главной задаче. Это главный приоритет, превосходящий по важности все наши личные надежды и устремления. Что такое мы, отдельные люди, по сравнению с судьбами великих народов и государств?» Поздно вечером Йозеф вернулся в Министерство пропаганды. Он написал записку любимой женщине, где объяснил, что по приказанию Гитлера не может с ней видеться. Записка ее подкосила. Она слегла и несколько последующих дней никуда не выходила, рыдая и отказываясь от пищи. Ее дом находился под постоянным наблюдением гестапо. Гиммлер надеялся, что Геббельс попытается встретиться с ней, и жаждал представить Гитлеру доказательства того, что министр пропаганды не сдержал свое слово. Гиммлер пошел еще дальше. На просмотре фильма с участием Бааровой, как только она появлялась на экране, в зале послышались смешки и кошачье мяуканье. Полиции было велено не вмешиваться. Предполагаемый приказ о высылке Бааровой в течение 24 часов нельзя подтвердить. Ее, правда, вызвали к начальнику берлинской полиции, графу Хельдерфу, и она последовала этому приглашению. Ей только порекомендовали, чтобы она, по соображениям безопасности, покинула Берлин как можно скорее. Она потребовала сначала поговорить с Геббельсом, по крайней мере по телефону. Хельдерф с помощью срочного телефонного разговора с Бергхофом получил разрешение фюрера на это. Он разрешил ей такой разговор при условии, что эта беседа произойдет в присутствии Геринга. Итак, Геббельсу звонит Геринг, приглашает к себе в Каренхалле и предлагает ему свою полную поддержку на том условии, что Геббельс откажется от любых претензий на положение второго человека в Райхе. В этой критической ситуации, записывает приободрившийся Геббельс, опуская подробности, он немедленно находит выход. В половине 10-го вечера он в присутствии Геринга звонит из Каренхалля домой подруге Хильде и просит ее позвать к трубке Лиду Баарову. «Я сейчас в гостях у доброго друга», — говорит он. «Он сейчас находится рядом со мной. Лидушка, держись, что бы они с тобой ни делали. Не сердись и не делай глупостей. Нужно быть смелой и выполнять свой долг». Лида плакала в трубку. В конце концов он сказал: «Не становись злым человеком из-за страданий, которые теперь причиняют тебе, и оставайся такой, какая ты есть. Прощай». Это были последние слова, которые Лида в своей жизни услышала от него. Но увидела она его еще один раз. Это было, когда она неожиданно заметила его Мерседес на Берлинской улице Курфюрстендам. Она села в свою старую Шкоду и проследовала за ним. Он свернул в переулок и попросил водителя остановить машину. Лида тоже остановилась. Они долго смотрели друг на друга, не сказав ни слова. Геббельс оставался верным данному им Гитлеру обещанию. Медленно он уехал. Что касается Гитлера, то все случившееся оставило у него на сердце легкий привкус измены.
Ведь по сути, если опустить политические разногласия ранних лет, подобная неверность и нарушение клятв стали первой серьезной проблемой со стороны Геббельса, проблемой, которая бросала тень на всю НС-верхушку. Геббельс сам себе создал публичный образ примерного семьянина, и подобное несоответствие образа и действительности не терпелись в гитлеровском окружении. Heide, sag mal lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Papa! Lauter! Papa! Wir gratulieren dir herzlich zu deinem Geburtstag. Weil du meist fort in wichtigen Sachen und oft nicht weißt, was wir dann machen, soll dir dies Buch nun all das zeigen, was hier geschah im bunten Reigen. Розенберг, Шахт, Ханке и Гиммлер наперебой твердили Гитлеру о том ущербе, который Геббельс нанес общему делу своими похождениями. Трон Геббельса зашатался. Многие полагали, что дни его сочтены. Подруга Лиды через посредничество Евы Браун попыталась замолвить словечко за несчастных любовников, и Гитлер решил, что Геббельс взялся за закулисные интриги. В припадке раздражения он приказал держать Геббельса под домашним арестом в Министерстве пропаганды. Новость мгновенно облетела всех. Многие уже видели на посту министра Бальдура фон Шираха, некоторые другие ставили на Альфреда Розенберга. Некоторым из национал-социалистов казалось, что своим неразборчивым поведением он наносит ущерб всему движению. Престиж Геббельса сильно пошатнулся, и Магда прекрасно знала почему. Она говорила: После случая с Бааровой мой муж потерял свое влияние на людей. Дети на улицах и те это видят. Снаружи все выглядело вполне благопристойно. Няня рассказывала: Со стороны все выглядело как надо. Хороший дом, здоровые и воспитанные дети, любящие родители. Но на самом деле их семья фактически распалась. Обстановка была тяжелая, практически невыносимая. Каждый день мы ждали, что на нас посыплется несчастье. И снова вспоминает фон Оффен. Его последняя встреча с Лидой Бааровой, по крайней мере в форме ее фотопортрета, состоялась в моем присутствии. Это было во второй половине апреля 1945 года, то есть меньше, чем за 14 дней до конца. Вечером министр вызвал меня в кабинет, в котором служитель Эмиль разжег камин. Потрескивающее пламя должно было прогнать не только вечернюю прохладу. Геббельс наводил порядок в своем письменном столе и очищал его. Он доставал из выдвижных ящиков фотографии, письма и документы, рвал их и отдавал мне, чтобы я бросал их в огонь. С некоторыми он задерживался, делал то или другое замечание. Это был как перемотанный назад фильм его жизни. Потом он взял в руки большую фотографию. Он рассматривал ее долго и внимательно. Он взглянул на меня и движением головы подозвал к себе. «Смотрите», — сказал он, — «это идеально красивая женщина». Это была Лида Баарова, о которой тогда уже ничего больше не слышали. Он, очевидно, не мог расстаться с этим зрелищем, но это нужно было сделать. Хруст. Порвано посередине. И еще раз. Я получил кусочки. Выбросить это прочь. В огонь. Перемирие в остром семейном конфликте Геббельса было заключено Гитлером 23 октября 1938 года. Сохранилась фотография, которая изображала Гитлера вместе с супружеской парой и ее 3 старшими детьми в атмосфере единения. На них надутые супруги выглядят несколько отрешенными, а по центру сияющий от радости Гитлер в качестве связующего звена между ними. По словам очевидцев, свадьбы и рождение детей в семьях его соратников приводили его в намного больший восторг, чем благоприятные для него события мировой политики. На самом же деле супруги жили раздельно. В 1938 году они даже не праздновали Рождество вместе, хотя Геббельс в этот год перемирия регулярно пользовался своим правом видеть детей. В своей внебрачной любовной жизни он демонстрировал, даже если это наверняка стоило ему усилий, хорошее поведение. Он работал как никогда. Он смешивался с народом, посещал дома рабочих в берлинском районе Вединг, говорил с соотечественниками, подбадривал их, обещал помочь или дарил кому-то народный приемник. Этот контакт с простым народом вовсе не был для него легким, так как он вместе с Оскаром Уайльдом считал, что социальная проблема была бы гораздо проще, если бы люди не пахли так плохо. Но ему приходилось заботиться о популярности, после того, как фюрер временно отодвинул его в сторону, по меньшей мере наложил на него что-то вроде карантина, в то время как его соперники уже потирали руки, предполагая, что с Геббельсом покончено.
Однако все маневры различных интриганов не могли воспрепятствовать тому, чтобы за перемирием, которого добился Гитлер в брачной войне Геббельса, последовало заключение мира, даже досрочно. Уже летом 1939 года оба временно живущих отдельно супруга, вовсе не случайно, встретились на музыкальном фестивале. Они обнаружили, что они все еще подходят друг к другу. Гитлер был доволен этим. Он снова дал паре свое благословление. Оставалось решить еще одну формальность – отставку Ханке, не только как рыцаря и утешителя Магды, но и как государственного секретаря в министерстве Геббельса, ибо как таковой он стал неприемлемым. Ханке во всей этой афере, несомненно, сыграл не очень красивую роль. Он хотя и не был формально наказан за это, однако был отправлен в армию, что было чем-то вроде искупления наказания. Инструкторы Waffen-СС взялись за него как за обычного новобранца. Ханке не делали никаких поблажек. Но благодаря этому он стал замечательным солдатом, который позже, во время Второй мировой войны, превосходно зарекомендовал себя на фронте и был неоднократно награжден. Геббельс простил его и ходатайствовал перед Гитлером за то, чтобы Ханке получил обещанную ему при испытательном сроке должность гауляйтера в силезской столице Бреслау, вспоминает фон Оффен. Там, в Бреслау, я и познакомился с ним в июле 1944-го. Я сопровождал Геббельса во время его путешествия в Бреслау, где его жене как раз делали трудную, но закончившуюся удачно операцию на шее. Непривлекательный гауляйтер заманил ее туда, а высококвалифицированный хирург, единственный в Германии, который мог сделать такую рискованную операцию. Геббельс объединил посещение жены с митингом в зале столетия. Это массовое собрание происходило в обстановке приближающегося к восточным границам Германии фронта. Город Бреслау, как место мероприятия, был избран неплохо. Здесь Фридрих Вильгельм III подписал призыв к народу и основал Железный крест, что стало началом освободительных войн и концом наполеоновской тирании. Теперь Бреслау снова должен был стать исходным пунктом движения сопротивления, которое было направлено против порабощения не с запада, а на этот раз с большевистского востока. Ханке, как гауляйтер, открыл мероприятие в заполненном 12 тысячами людей до самого последнего места зале столетия, пока другие тысячи следили за мероприятием в парке через громкоговорители. Эта манифестация была одной из самых внушительных, которую я когда-либо испытывал. Геббельс выступил с одним из его ораторских шедевров. Он говорил совершенно свободно, речь его была рождена вдохновением момента и поддержана воодушевлением его публики, преданностью и готовностью к борьбе собравшихся здесь тысяч людей, которым суждено было стать первыми жертвами натиска с Востока. Геббельс ничего не утаивал от своих слушателей, говоря о серьезности положения, и призывал их к последнему большому напряжению сил в борьбе нашего народа не на жизнь, а на смерть. «Мы должны стать непреодолимы в нашем упорстве», – требовал он. «Выдержка лучше смелости». С этой цитатой он закончил свою речь. Затем разразился такой ураган оваций, которого я до тех пор не слышал во время речей Геббельса. Тысячи людей вскакивали со своих мест, хлопали, шумели, топали ногами несколько минут, пока мощный орган зала столетия не начал громко исполнять песнь немцев. Мы были взволнованы и твердо убеждены в том, что эта война не может быть проиграна, как бы мало шансы не говорили в нашу пользу. Спустя чуть менее чем полгода я снова встретил Ханке, на сей раз в Берлине. Его вызвали к Гитлеру, как гауляйтера Силезии, оказавшийся под самой большой угрозой наступления советских войск. Ханке должен был обсудить с Гитлером и, естественно, также с Геббельсом оборону его провинции. Окончание 1944 года ему довелось провести вместе с семьей Геббельсов. Он был приглашен в Ланке на новогодний прием. Ханке исключительно хорошо зарекомендовал себя в руководстве доверенной ему ГАУ. Он считался одним из самых молодых и самых способных руководящих работников во всей национал-социалистической иерархии. После смерти Гитлера он, в возглавляемом Геббельсом новом кабинете, был назначен рейхсфюрером СС. Его не особо благовидную роль в скандале с Бааровой простили ему все участники. Лично он, как несостоявшийся рыцарь недостижимый для него Магды, был теперь обручен с дочерью крупного землевладельца-дворянина из его ГАУ, на которой он женился незадолго до конца войны и последовавшей за этим катастрофой. Этот вечер наступающего нового 1945 года был одним из самых красивых и самых замечательных, которые я испытал в доме Геббельса.
Конечно, положение было серьезным, очень серьезным. Присутствие Ханке в штаб-квартире фюрера было отчетливым доказательством этого. Но наступление в Арденнах, последнее, на которое мы еще были способны, началось. Первые успехи давали основания для самых прекрасных надежд. Всеобщий оптимизм этого дня еще больше усиливался из-за неожиданного визита в доме Геббельса. Летчик Ганс Ульрих Рудель по прозвищу Панцеркнакер, истребитель танков, оберст, которому тогда было 28 лет, был вызван в Берлин с Венгерского фронта, чтобы получить из рук Гитлера специально созданную для него высшую награду Райха за храбрость. Перед актом награждения Геббельс пригласил Руделя на обед. Хозяйка дома попросила прощения за примитивность угощения и за внезапности визита. На вечер было предусмотрено кое-что получше. Ханке пообещал, что принесет селезского гуся для обогащения министерского меню. Гуси, если их можно было достать, продавались без карточек, и их можно было даже в столь строго живущих по инструкциям домовладениях, как хозяйство Геббельса, есть без угрызений совести. Вечером к праздничной трапезе со свечами, прекрасной посудой и вином был подан селезский гусь Ханке, великолепно благоухающий и поджаренный с хрустящей коричневой корочкой. Все же мне, несмотря на большие усилия, никак не удавалось отрезать больше, чем самую маленькую часть ножки, которая досталась мне. Между моими усилиями не дать ножке прыгнуть на колени моей соседки, я робко взглянул налево и направо. Понял, что у других участников застолья дело обстояло столь же плохо. Чудовище было явно несъедобным. Несмотря на это, никто из гостей не хотел обидеть хозяйку дома соответствующим замечанием. Она же, со своей стороны, должна была тактично считаться с благородным дарителем, который либо не хотел опозориться со своим подарком хозяевам, либо, вероятно, лелеял надежду, что только ему одному достался такой жесткий кусок. Наконец, хозяин дома прервал воцарившееся из-за кромсания жаркого молчания и сказал своей жене: «Скажи-ка, милая, твой кусок жареного гуся такой же жесткий, как и мой?» Чары были разрушены. Общий вздох облегчения. Наконец можно было говорить об этом. Ханке, как человек, подаривший гуся, признал свою вину. Защищаясь от многочисленных острых замечаний, он шутливо и в то же время правильно заметил, что это, мол, был хороший знак общего продовольственного положения на 6-м году войны, и особенно в его Силезской области, что гуси еще доживали до такого явно почтенного возраста. Тогда старый год, последний год этой войны, подошел к концу. Мы все поднялись с бокалами в руке. Прозвучали 12 ударов. Они объявили о конце старого года, который принес нам так много тяжелых мучений, но с победоносным продвижением вперед наших войск в Арденнах дал нам и новый проблеск надежды. Геббельс поцеловал свою жену. Она плакала. Мы, остальные, также и Ханке, целовали ей руку. Последние месяцы последнего года Третьего Райха.